Доброго времени суток, уважаемые зрители моего канала. И в этом видео я расскажу про ретроградное движение Урана, которое начнется уже 6 сентября. Ретроградное движение планет – это явление, вызывающее немало интереса у астрологов и любителей астрологии. Оно характеризуется видимым землеобратным движением планеты на небесной сфере, что, согласно астрологическим представлениям, влияет на энергетические потоки и, соответственно, на жизнь людей. Одним из наиболее ярких примеров влияния ретроградности является Уран, планета, связанная с неожиданными событиями, переворотами, озарениями и, что немаловажно, интуицией. Его обратное движение начнется 6 сентября 2025 года и продлится до февраля следующего года. Начнем с того, что Уран, как и любая другая планета, обладает двойственной природой. Он способен принести как удачу, так и неудачу. Его ретроградность усиливает эту двойственность, проявляя как позитивные, так и негативные аспекты с разной степенью интенсивности для разных знаков. Положительные стороны ретроградного Урана в 2025 году для некоторых знаков зодиака окажутся весьма значительными. Для Тельцов, Раков и Львов, для которых Уран обычно выступает в роли антагониста, его ретроградное движение представит неожиданный шанс на позитивные перемены. В обычное время Уран провоцирует у этих знаков чувство неуверенности, тревоги, внутренние конфликты. Однако в период ретроградности эти негативные проявления ослабляют, давая возможность для самоанализа, гармонии и личностного роста. Люди, рожденные под этими знаками, получили шанс побороть свои глубинные страхи и неуверенности в себе, начать новые увлечения, развить свои таланты и хобби. Ретроградный Уран в этом случае действует как своеобразный успокоительный фактор, снижая нервозность и помогая обрести внутренний покой. Это благоприятный период для работы над собой, для поиска новых путей самореализации. Возрастает возможность сфокусироваться на своих потребностях и желаниях, не растрачивая энергию на беспокойство о других. Возможно неожиданные прозрения и внутренней трансформации, ведущие к позитивным изменениям в жизни. Однако следует отметить, что это успокоение не будет абсолютным и может привести к негативному побочному эффекту. Ослабление эмпатии, присущей ретроградному Урану, может способствовать росту эгоизма. Многие люди, в особенности Тельцы, Раки и Львы, могут стать более сосредоточенными на своих собственных потребностях, пренебрегая интересам окружающих. Это будет период, когда легче забыть о чужих проблемах и сосредоточиться на своих. Важно помнить, что даже позитивные астрологические аспекты требуют осознанного подхода и умения управлять своей энергией. Негативные последствия ретроградного Урана сильнее всего проявятся у Водолеев, Скорпионов и Козерогов. Для этих знаков Уран является традиционно благоприятной планетой. Его поддержка ощущается в повышенной мотивации, творческой активности, внутренней трансформации и удаче. Однако ретроградное движение ослабит эти позитивные влияния. Внутренние преобразования могут замедлиться, удачные случайности становятся более редкими, а творческий потенциал может угаснуть. Более того, период ретроградного Урана может усугубить проблемы в любовных отношениях, вызывая ревность, зависть и конфликты. Для этих знаков это будет период испытаний, требующих особой внимательности и самоконтроля. Эмоции требуют контроля, поспешные решения могут привести к негативным последствиям. Водолеям и Скорпионам особенно рекомендуется избегать импульсивных поступков и обращать внимание на свои внутренние переживания. В целом ретроградный Уран представляет собой период сложных и неоднозначных изменений, как позитивных, так и негативных, затронувших все знаки зодиака по-разному. Понимание особенностей этого астрологического периода позволит минимизировать негативное влияние и максимально использовать возможности для саморазвития и позитивных трансформаций. Спешу напомнить, что у меня появился новый закрытый телеграм-канал, где я там жду всех вас. Подписывайтесь, переходя по ссылке в описании под видео. А на сегодня это все. И важно помнить, что астрология – это не жесткая инструкция к действию, а инструмент для самопознания и более осознанной жизни.
Она помогает понять тенденции, но решение всегда остается за человеком.